Он купил там, по-моему, 2 скрипки, 2 виолончели. Жуликов и прочих, прошу успокоиться, у Сергея Павловича уже ничего нет, потому что он на приобретение этих инструментов истратил больше денег, чем у него было. Резервы Центрального банка, или так называемые международные резервы государства. Многие задаются вопросом об идейных корнях путинизма в России. Откуда взялась, мягко говоря, специфическая идеология и способ управления государством? Кто-то ищет корни в СССР, в советском КГБ, кто-то в уголовном мире, среди мафии. Но вот же, друзья, всего за 2 года до прихода Путина к власти в РФ в Африке был свергнут диктатор, который был несомненным идейным предшественником Вавана. Вот только у нас путинизм, а там был мабутизм. История одного диктатора. Клептократия. Термин «клептократия» – власть воров – был придуман в 1819 году. Автором был английский поэт и литературный критик Ли Хант. Он написал небольшую статью «Воры древние и современные», прообразы всяких жуликов и воров в европейской литературе. Ну и для украшения текста вставил туда это словечко. Ничего про политику, коррупцию в статье не было. Просто литературная критика. Придуманное Хантом словечко забыли и вспомнили лет через 150, когда бывшие колонии в Африке стали одна за другой получать независимость. В одной большой и богатой ресурсами стране под названием Заир, она же Демократическая Республика Конго, в 1960-е годы на 30 лет установился диктаторский режим во главе с неким Жозефом Мабуту. Вернее, Жозефом Дезире Мабуту он был, когда пришел к власти. В дальнейшем он велел именовать себя Мабуту Сесе Секо Куку Нбенгу Вазабанга, что означает примерно «Великий воин Мабуту, идущий от победы к победе и оставляющий после себя огонь». Правда, на самом деле, великий воин Мабуту шел от офшора к офшору, воруя все на своем пути. Когда-то Заир был колонией Бельгии. Они вывозили оттуда золото, алмазы, уран, лес, цветные металлы. Потом бельгийцы ушли, и воцарился Мабуту. При власти своих грабеж страны далеко превзошел колониальные времена. Мабуту переплюнул бельгийцев. И тогда, чтобы как-то назвать этот режим, заточенный под воровство природных ресурсов Заира, в западной прессе вспомнили термин «клептократия». В данном случае как форма государственного устройства.
Маршал Мабуту Сесе Секо Куку Нбенгу Вазабанга правил Заиром в 1965-97 годах, украл не менее 5 миллиардов долларов или 2 годовых ВВП своей страны тех лет. При этом Заир, которым он рулил все годы его правления, был в списке беднейших государств мира по классификации ООН и остается там до сих пор. Страна трущоб и адовой нищеты, горы сырья, идущие отсюда за границу, корабли, загружаемые в портах каждый день – все идет мимо этих людей. Картина типичная для страны третьего мира, но зато в свое время пацан пришел к успеху. На фото Мабуту в 1989 на 24-м году своего правления. Как это принято в таких странах, деньги свои он хранил на Западе, преимущественно в Швейцарии. Уважал также Лихтенштейн. Тогдашние законы позволяли там почти полную скрытность размещения средств, номерные счета, анонимные трасты. Также Мабуту был большой ценитель элитной недвижимости. У него было 11 дворцов резиденций внутри Заира и еще 3 вилл и домов по всему миру. Вилла в Савиньи, швейцарская ривьера. Замок под Брюсселем. Личный отель на 7 этажей в центре Парижа на авеню Фош. Сюда он прилетал пару раз в месяц на шопинг с семьей, для чего специально арендовал сверхзвуковой «Конкорд». Ну и, конечно, истинная жемчужина – имение Вилла Дель Маре на Лазурном берегу. Расположено в городке Рокебрюн-Кап-Мартен рядом с Монако. Точный адрес – Рокебрюн-Кап-Мартен, авеню Императрицы Евгении, дом 1. Это одна из самых дорогих вилл в мире. 1600 квадратных метров основной дом плюс 800 квадратных метров гостевой, 3 бассейна, сад на 3 гектара. Все отделано по высшему разряду. Есть даже собственная вертолетная площадка, чтобы хозяин мог приезжать и уезжать с минимальной засветкой. Когда Мабуту свергли в 1997 году, вилла была арестована по требованию новых властей. Потом арест сняли, и ее купил соратник Лужкова Шава Чигиринский за 230 миллионов евро и переименовал в виллу Мария Ирина. Потом, в 2010-м, у него ее отжали за долги ребята из «Газпромнефти». Но, конечно, не для того, чтобы нефтяники ездили сюда по профсоюзным путевкам. Виллу перевели на анонимные офшоры, и она стала использоваться для отдыха госпожи Кабаевой. Бывшая вилла Мабуту на Лазурке – символ африканской коррупции. И не только африканской. Клептократии всех стран, объединяйтесь! Мабутизм. Однако не стоит думать, что Мабуту был каким-то примитивным вором, который только тащил, что плохо лежит. Нет, он был еще ярким и весьма успешным демагогом по теме африканского национализма. 80% населения Заира – племена банту, из них больше половины не умело ни читать, ни писать. Для них была разработана специальная идеология – мабутизм, которая 30 лет служила дымовой завесой для клептократии. 24 часа в сутки Мабуту не слезал с телевизора, рассуждая о величии Заира под его управлением, об африканизации власти, которая раньше, в лихие колониальные времена, принадлежала белым, а теперь всему народу. Еще одной любимой темой была африканская идентичность, то есть духовность банту. Это был конек Мабуту. Мы были колонией западных стран, но мы не стали западными людьми. Мы – банту, и мы остаемся банту. У нас свои обычаи. Например, уважение к вождю у нас – это святое. Нельзя шутить с вождем. Если вождь решил, он решил. И так тому и быть. Из интервью вождя Мабуту западным СМИ. Клептократия сама по себе позорная форма правления и не красит народ, который живет под такой властью, поэтому национализм, за пределами официального, опасен для подобных режимов. Но Мабуту поставил его на службу властям, и довольно долго это работало. Киншаса, столица Заира, 1975 год. Разгар правления Мабуту. Плакат на улице.
Я горжусь тем, что я черный, что я заирец, потому что я активист народного движения за революцию. Это партия Мабуту, местная «Единая Россия». Прием, который используют многие диктатуры третьего мира. Страна приватизирована каким-нибудь Мабутой и его кланом, народ ничего не решает, но им предлагают гордиться, что «я черный», «я узбек», «я индеец с Гондураса» и так далее. И вступать в партию «Единая Заирия», где учат родину любить. Впрочем, партия у Мабуту не была главным инструментом его власти. Действительно всесильным органом была тайная полиция под названием НДЦ – Национальный центр документации. Их Мабуту набирал в основном из своего родного племени – Нгбанди. Изначально это племя жило в глубинке в провинции Экватор. Но Мабуту перевез их в столицу в огромном количестве и расставил везде, где только можно. Чекисты Нгбанди, родственники, а также всякие кореша с Экватора стали основой правящего клана. Бог послал нам великого пророка, нашего драгоценного вождя Мабуту, он наш мессия. Янгулу Мпонго, министр МВД Заира, друг юности с Экватора. Клан, спаянный общим воровством, стоял за мессию горой. Свою вертикаль власти Мабуту описывал так. Когда мне нужен $1 миллион, я вызываю своего премьер-министра и говорю ему об этом. Премьер-министр вызывает министра финансов и говорит, что ему нужно $2 миллиона. Министр финансов вызывает губернатора провинции и говорит, что ему нужно $3 миллиона и так далее. В итоге я получаю свой $1 миллион, и все остальные тоже довольны. Сакомби Инонга, бывший министр информации Заира, уже после свержения своего шефа дал интервью для бельгийского документального фильма про Мабуту. Бывший министр без особого стеснения рассказывал, как они в правительстве все вместе воровали, как Мабуту регулировал потоки, что большая часть шла в ближний круг, семье и особо доверенным лицам, но чтобы остальным тоже перепадало. Занятно, что при этом Мабуту все равно испытывал страх за свое будущее. В декабре 1989 года в далекой Европе в Румынии народ сверг диктатора Чаушеску, который был тут же расстрелян вместе с женой. Когда Чаушеску был расстрелян вместе с женой Еленой, я дал эти картинки в эфир с заирского телевидения. Боже мой, Мабуту позвонил мне, он был просто вне себя, он наехал на меня самым грубым образом. Я думаю, что после казни Чаушеску он примерил все на себя, так как вообще-то обращался с народом Заира, так же, как Чаушеску со своим. Из воспоминаний министра Инонга. Страх не страх, но остановиться Мабуту уже не мог. К концу 1970-х годов объем денег, наворованных им и его экваториальной братвой, стал таким, что у маршала начала ехать крыша. Мабуту был из очень бедной семьи. Родители работали в обслуге у бельгийцев, папа поваром, мама горничной. Получив в свое распоряжение огромную страну, сын кухаря и уборщицы пошел в разнос. Дворцов и вилл было все мало, и он задумал самый грандиозный проект своего царствования – Гбадалите. Гбадалите – это его родная деревня в глухих лесах у северной границы страны. Там был построен гигантский, отделанный мрамором дворцовый комплекс «Версаль в джунглях». 15 тысяч квадратных метров роскоши, фонтаны, мебель в стиле Людовика XIV. Одной обслуги там работало больше 1000 человек. К дворцу прилагался парк 700 гектар. Рядом международный аэропорт для конкордов, новые 5-звездочные отели для гостей, электростанция на реке Убанги. Ранее в этом районе не было электричества. Сама деревня Гбадалите превратилась в город, отстроенный с нуля прямо в джунглях. Версаль для Мабуту был готов к 1987 году и обошелся в $400 миллионов. Это 1 миллиард в долларах нынешних. Мабуту подолгу жил здесь с многочисленной свитой. Это был настоящий королевский двор. Приемы, пиры проходили ежедневно. Одного шампанского из Франции сюда завозилось 10 тысяч бутылок в год. В столице Мабуту теперь бывал редко, даже иностранные послы и главы государств летали навстречу сюда. Все закончилось через 10 лет в 1997-м. Режим пал, Мабуту бежал за границу.
С тех пор дворец заброшен и сейчас находится на последней стадии запустения, как и весь город. Гигантские для Заира, и не только, деньги, выкинутые на эту прихоть диктатора, были украдены у страны и просто спущены в унитаз. Зато в 2010 году у Гбадалите появился побратим в России – село Просковеевка под Геленджиком. Там, в лесах посреди заповедника, на 68 гектарах вырос мегадворец за $1 миллиард. Стройкой руководил Сергей Колесников, бизнесмен из ближнего путинского круга. В 2010 году он сбежал на Запад и рассказал, на какие деньги строилась путинская Гбадалите. Как оказалось, на откаты с медицинского бюджета. Вместо больниц – дворцы для вождя. Все подходы к дворцу тщательно охраняются ФСО. Хозяин приезжает несколько раз в год, обычно на вертолете, изредка на яхте. Яхта называется «Олимпия». Она весь год стоит в Сочи, недалеко от резиденции Бочаров-Ручей. Флаг над яхтой интересный. Каймановы острова, однако. По свидетельству Дмитрия Скарги, бывший директор Совкомфлота, яхту «Олимпия» Путину подарил Абрамович в 2002 году в качестве взятки. А Дмитрий Скарга как раз перегонял ее с верфи в Европе в Сочи. Цена игрушки – $50 миллионов. Яхта оформлена на офшорную фирму с Каймановых островов. Такой архипелаг недалеко от Гондураса. 6 августа 2011 год. Яхта «Олимпия» около частного дворца Путина в Просковеевке. Путин с Медведевым и гостями приехали отдохнуть. Быстроходный катер доставляет людей на берег. Позднее там построят свой причал, чтобы яхта могла подходить прямо к берегу. Яхту сопровождают 2 сторожевых корабля и несколько катеров ФСО. В день визита был запрещен выход в море любых плавсредств в этом районе, даже рыбацких лодок, чтобы не мешали новым царям. Весело, конечно. У президента России Путина в порту в Сочи стоит частная яхта, подаренная в качестве взятки. Он на ней ездит во дворец, построенный на откаты, под гордым флагом Каймановых островов, где у него тоже свои офшоры. Вот это, друзья, и называется клептократия. Африка ближе, чем вы думаете. Духовные скрепы банту. Как и Путин, Мабуту в годы своего правления периодически устраивал выборы для формального продления его полномочий. В нашей африканской традиции вождь может быть только один. Кто-нибудь когда-нибудь видел деревню с 2 вождями? Спрашивал Мабуту у своих подданных. Те ничего подобного не видели и переизбирали его на очередной срок. Правда, по части технологий Мабуту был, пожалуй, круче. Выборы проводились раз в 7 лет. Кандидат был только один, а бюллетеней 2 – зеленый и красный. Зеленый был за мир и единство, красный – за перемены и беспорядок. Надо было выбрать бюллетень нужного цвета и опустить в урну на виду у всех. И никаких там открепительных талонов, каруселей, махинаций с протоколами в газ-выборы. Все просто. В итоге Мабуту стабильно набирал под 100%. В 1970 году, например, против него на выборах проголосовало 157 человек. У нас нет оппозиции. Я даже не знаю, как вам сказать. Нам не нужна оппозиция. Мы – банту. Из интервью Мабуту западным журналистам. Оппозиция, конечно, была под разными флагами, разные деятели, но была. Но с ними в Бандустане Мабуту не церемонились. Так, один видный вождь оппозиции, Пьер Мюллеле, как-то попал в тюрьму к мабутовским костоломам. Ему выдавили глаза, отрезали гениталии, потом поэтапно, руки и ноги. Так он и умер. Наша заирская однопартийная система и есть самая высшая форма демократии. Из высказываний Мабуту.
Пропаганда мабутизма, африканской идентичности, отрезание гениталий оппозиционерам удачно дополнялось акциями примитивной саморекламы, которые периодически проводил Мабуту. Нет, с журавлями он не летал и за щуками по 2 часа не гонялся, но кое-что было похоже. Киншаса, столица Заира, 1974 год. Спортивное шоу для народа. Мабуту оплатил бой века в Заире за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. 2 легенды мирового бокса, оба афроамериканцы и Мабуту, третий с ними. Мабуту показывает Мухаммеду Али свою резную трость с орлом. Эта трость – важная деталь. Мабуту ходил с ней везде. С такой палкой ходили Мвата Ямва, правители царства Лунда, которое было в бассейне реки Конго в 16-19 веках. Это символ власти. Другим символом власти в бассейне реки Конго была шкура леопарда. Смотрите пилотку на голове у Мабуту. Появляясь в таком прикиде, Мабуту хотел показать, что он не просто диктатор, вылезший не пойми откуда. Он царь. Мвато Ямво с орлами. Среди банту популярен оккультизм. Люди массово верят в магию, духов и колдунов. Про трость Мабуту распускались слухи, что она заколдованная, что ее не могут поднять и 10 человек, а вождь носит с легкостью, так как наделен магической силой. Мракобесие с успехом служило режиму. Мабуту и сам верил в магию. Он выписал из Гвинеи и Сенегала 2 бригады мощных колдунов, известных по всей Африке. Они давали ему советы по внутренней и внешней политике, помогали созданию его культа среди суеверных африканцев. Мабуту никогда не скупился на колдунов и щедро оплачивал их из бюджета. Еще одним способом завоевать сердца народа были локальные войны. В этой области Мабуту тоже знал, как себя подать. 1983 год Мабуту с поднятой тростью и его друг-диктатор Чада Хиссен Хабре в белом. Это событие Чадско-Ливийской войны. Был такой локальный конфликт, куда Мабуту вмешался на стороне Хабре. Крутой вождь с палкой в окружении крутых ребят. Хабре, кстати, теперь отбывает пожизненное за 40 тысяч убийств в период своего пребывания у власти. Каддафи, с которым он воевал, тоже свергли и линчевали. И Мабуту, который воевал на стороне Хабре, свергли, и он умер в изгнании. Жизнь диктаторов полна неожиданностей. Падение режима. К концу 1980-х годов дела у крутого парня, царя-колдуна Мабуту, стали идти все хуже. Разворовав страну и создав ужасный инвестиционный климат, Мабуту вызвал серьезный экономический кризис. До 20% бюджета страны тратилось на содержание самого диктатора и его двора. Пока Мабуту купался в роскоши, внизу царили нищета и разруха. Также накопились серьезные проблемы на границах. Мабуту любил влезать в чужие дела, участвовать в разных междоусобицах у соседей. В итоге это вышло ему боком. В 1996 году на дальней восточной границе Заира вспыхнуло антимабутовское восстание. Во главе стоял Кабила, давний вождь оппозиции. Все 30 лет он не признавал Мабуту и боролся с ним из-за миграции.
Как только повстанцы отвоевали небольшой кусок территории, им немедленно оказали военную помощь ряд соседних стран, с которыми Мабуту был на ножах – Руанда, Уганда и прочие. Повстанцы перешли в наступление. Армия, на которую Мабуту возлагал большие надежды, оказалась ненадежной. Они не горели желанием умирать за диктатора. Население встречало повстанцев как освободителей. После полугодовой гражданской войны войска Мабуту бежали, а повстанцы триумфально вошли в столицу. Сторонников Мабуту стали линчевать прямо на улицах. Можно было только диву даваться, куда же делись те 99-100%, которые он набирал 30 лет. Киншаса, столица Заира, май 1997 год. Восставший народ на улицах города. Портреты диктатора летят в огонь. Еще Киншаса в момент революции 1997 года. На земле пленные сторонники Мабуту перед казнью. Люди с оружием, антимабутовские повстанцы. Кстати, оружие этим ребятам продавал в том числе Виктор Бут в обмен на алмазы. Но и с Мабуту он тоже вел дела. Деньги есть деньги. Именно к Буту диктатор обратился в последний момент, когда надо было срочно зафрахтовать самолет для бегства из страны. ГРУшная мафия, стоявшая за Бутом, спокойно наживалась на обоих участниках конфликта. Виктор Бут и его киношный образ в исполнении Николаса Кейджа. «Оружейный барон», 2005 год. Фильм хороший, но к реальному Буту герой Кейджа с его высокими моральными переживаниями об убитых африканцах отношения не имеет. Самолет для Мабуту все-таки успели подать, по нему даже стреляли вслед, но он смог взлететь и улетел в Того, небольшую африканскую страну, где у Мабуту был друг-диктатор. Мабуту запросил политическое убежище во Франции, но ему отказали. Он перебрался в Марокко, где вскоре умер. Вся мабутовская элита, включая семью диктатора, тоже рванула за границу, благо там уже было припасено на черный день. Страна, которой они рулили столько лет, осталась у разбитого корыта. Говорить о сходстве мабутизма и путинизма можно долго. Параллелей действительно много. Путинский уголовно-чекистский режим в России к настоящему моменту сложился и заматерел. И никуда уходить от кормушки они, конечно, не собираются. Будут сидеть как Мабуту в Заире. До последнего. Пока на взлете не будут стрелять вслед улетающему самолету, если им будет куда улететь. Аналога этому режиму в прошлой истории России тоже нет. Это не СССР и не старая империя Романовых. Это новообразование. В чем-то карикатурное, в чем-то жестокое и опасное, как и любая диктатура третьего мира. А главный политический конфликт в России на самом деле очень простой. Это борьба между теми, кто хочет жить в Бандустане, и теми, кто в Бандустане жить не хочет. Не хочет лечиться в таких больницах, как в Конго. Не хочет ездить по таким дорогам, как в Конго. И слушать пропаганду про похождение кремлевского Мабуты. Сколько щук и амфор вождь наловил, и кого он там поднял с колен? Своих друзей-миллиардеров, видимо. Продолжение следует.